Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, наши родные! Сегодня мы будем говорить о любви и лжи. Как они совместимы, насколько они взаимодействуют на пути родных душ. Это очень важная тема. Особенно в свете последних событий мы решили сделать именно такое видео. Вследствие вот такой кризисной ситуации во всем мире, и в России в частности, всегда во время кризиса активизируются недобрые силы, будем говорить так, активизируются мошенники, те люди, которые прибегают к лжи. И вот именно то, с чем мы столкнулись в последние дни, а мы столкнулись именно с мошенничеством, с ложью, были обескуражены, и до сих пор, собственно, вот эти вот события происходят, когда в наших группах ВКонтакте вдруг появляются какие-то люди, мошенники, которые требуют с кого-то денег, точнее, с тех людей, которые к нам приходят в группы, они вдруг с них с какой-то стати требуют денег. Вот эта вся ситуация обмана навела нас на мысль сделать такое видео, посвященное пути любви и лжи, как это происходит на пути родных душ. Сегодня будем говорить об этом. Ну, во-первых, небольшое вступление для тех людей, которые еще, может быть, не знакомы с феноменом родных душ или которые мало знакомы с этим феноменом. Очень часто бытует мнение, что любовь и ложь, они вообще идут рука об руку. То есть люди друг друга обманывают, иногда изменяют и так далее, и это считается практически в порядке вещей. Так вот, на пути родных душ все происходит совершенно иначе. Когда вы встречаете свою родную душу, у вас не то чтобы нет желания или даже мысли обмануть своего человека, свою родную душу, а наоборот, ваша душа раскрывается, и вы хотите говорить правду. А правда, она из вас буквально льется, вы становитесь очень откровенным человеком. Если, может быть, до встречи с родной душой, вы были закрытым человеком, вы ни с кем особенно не делились своими чувствами, своими мыслями о жизни, то после встречи с родной душой вы становитесь очень открытым. То есть мы хотим сказать, что на пути родных душ вот эта вот открытость и честность, они появляются сами. Немногие это замечают, но когда мы обращаем на это внимание, особенно во время консультации, когда идет об этом речь, то люди говорят: да, действительно, после встречи с родной душой у меня возникло такое желание открыть свою душу, рассказать всю свою жизнь, рассказать, что у меня было. Причем человека он увидел в первый раз, и как бы неизвестно, что за человек, но вот этот феномен взаимодействия родных душ, энергетическое взаимодействие приводит к тому, что вы хотите говорить правду. И если вы дальше идете этим путем, если вы идете путем любви, то говорить правду и жить по правде для вас становится совершенно естественным и приносит вам колоссальное удовольствие. Вот эта вот открытость на самом деле раскрывает в вас энергетические резервы, как энергетические шлюзы у вас внутри открываются, когда вы годами молчали, что-то скрывали, никому особенно о себе не рассказывали, и вдруг все это раскрылось, и вы чувствуете огромное удовольствие быть открытым, честным, прямолинейным, таким, какой вы есть. Вот что происходит при встрече с родной душой. Ну, конечно, во всем нужно знать меру, и мера, она везде хороша, когда гармонично, да, человек живет и себя проявляет.
И когда вы хотите говорить правду, это не значит, что если вам что-то в человеке не нравится, то вы ему должны это выпалить в глаза и, как говорится, принимай как хочешь, я теперь такой правдивый стал. Нет, совершенно так не нужно делать. Правда, она, наверное, вообще естественна для каждого человека, который занимается духовными практиками, который верит в Бога по-настоящему, своим сердцем верит в Бога, который стремится к этому постижению божественной, да, природы божественной истины. И, конечно же, на пути родных душ точно так же при встрече с родной душой у вас внутри открываются резервы внутренние, которые раньше вы себе просто не позволяли открыть, потому что в обществе так принято. Если вам позвонил друг и куда-то вас, например, пригласил, а вы просто не хотите с этим человеком идти куда-то, вы должны соврать. Если, например, что-то еще там на работе происходит, вы тоже должны соврать, чтобы вас не наказали, ну и так далее. Это можно наблюдать вообще повсеместно. То есть, если в обычной жизни, в социуме, в повседневности врать, лукавить, говорить неправду является нормой, то при встрече с родной душой все происходит наоборот. Это становится для вас ненормальным. Наоборот, вам хочется говорить правду. Но вот как Шанти заметила, говорить правду – это не значит резать правду матку всем в лоб, говорить, кто какой не такой. Да? Мы говорим не об этом, а мы говорим о раскрытии души, когда человек становится искренним, когда он становится настоящим. Почему это еще важно? Потому что происходит разрыв вашего жизненного сценария. Если до того вы в социуме приспосабливались, вы более-менее врали, что, опять-таки, я повторюсь, в социуме является нормой, да, то после встречи с родной душой у вас эта программа начинает ломаться. Вы уже не хотите так делать. Вот поэтому многие говорят, что уже не могут продолжать ту жизнь, которую жили до встречи с родной душой, не могут работать там, где работали, не могут говорить то, что раньше говорили, хотя раньше это считалось нормальным. То есть, понимаете, происходит такой вот разрыв, и перед вами стоит выбор настоящий. Дальше идти прежним путем, которым вы шли до того, да, либо начать свой новый путь. На самом деле это путь любви и путь правды, путь открытости, путь искренности. Вот это вот разрыв, вот эта вот развилка, вы каждый чувствовали ее у себя, когда встречали свою родную душу. Обратим внимание на то, что происходит в социуме. Это не только прямая ложь, когда появляются мошенники, когда они, профессионалы такие, да, которые живут обманом, живут тем, что обманывают других людей. Это как бы такие одни из крайних проявлений. Мы не будем говорить особенно много об этих людях, не будем говорить о политике, о большом бизнесе, где там все ложь, это все знают, да? Мы будем говорить о той повседневной жизни, которая доступна большинству людей, и в этой повседневной жизни кривить душой, приспосабливаться, манипулировать другими людьми считается нормой, более того, этому учат. То есть нужно учиться манипулировать, нужно учиться как-то выворачиваться, нужно учиться находить нечестные пути. Мы будем говорить так вот, таким вот образом, да? То есть целые школы существуют, которые учат вас этому. И это настолько сильно стало распространено, что к этому люди уже привыкли. Это считается нормой. Вот эти обманы, манипуляции, теперь это вообще называется маркетинг. Хотя маркетинг сам по себе, он неплохой. Маркетинг, он изучает спрос, предложение, изучает различные механизмы реализации того или иного продукта. Это нормально, это как бы совершенно в норме. Но маркетингом сейчас стали называть обычную ложь, обычный обман. Если коснуться, допустим, соцсетей, то это накрутка лайков, накрутка подписчиков, вот эти ложные комментарии, когда вот хочешь купить какой-то продукт, какой-то товар, и видишь, это сплошняком идут ложные комментарии, просто приходится все фильтровать, отслеживать, и невозможно найти правду. Когда включаешь какое-то видео и видишь, наблюдаешь, что человек врет самым прямым образом, но он врет таким образом, чтобы нажимать какие-то кнопки у людей, чтобы эти люди реагировали на те или иные его слова, на те или иные его какие-то мысли и идеи.
все это настолько стало широко распространено, что это превратилось в норму. И вот когда вы встречаете свою родную душу, вдруг вы все это начинаете видеть воочию. Вдруг куда вы ни посмотрите, вы видите, какая колоссальная ложь вокруг творится. Если вы включаете телевизор, об этом вообще можно даже не говорить, это ложь сплошным потоком. Если вы сталкиваетесь со своими прежними знакомыми, с которыми раньше вы нормально взаимодействовали, да, то вы вдруг чувствуете, что они лукавят, они нечистосердечны, они хотят от вас что-то получить, они хотят вами манипулировать. Вдруг это становится вам совершенно очевидно после встречи с родной душой, потому что у вас пробудилась душа, и вы начали все это чувствовать. А душа, ее природа – это правда, это любовь, это искренность, открытость. И когда душа у вас пробуждается, вы вдруг начинаете чувствовать разницу между тем, что происходит во внешней жизни, вот этот весь обман, и тем, что у вас вдруг внутри проявилось, родилась эта правда, родилась эта ваша собственная истина, родилась ваша искренность. Вот этот вот момент, он для многих людей и пугающий на самом деле, да, то есть люди за голову хватаются и говорят, а как жить теперь вообще? Потому что по неправде я жить больше не хочу, моя душа мне не позволяет этого врать, манипулировать, включать какие-то маркетинговые приемы нечистые, нечистоплотные. А как по правде-то жить? Как это возможно, когда вокруг во всей жизни творится ложь? Вот это такой кризисный момент, который многие переживали, и в свое время, в 2003 году, в 2004 году подобные ситуации переживал я, когда было вот это духовное пробуждение, я действительно увидел это колоссальный обман, колоссальный обман. И когда позже духовное пробуждение достигло своего апогея, видишь эту матрицу, ты понимаешь, что все основано на обмане. Как можно этому противостоять? Как можно в этом выживать? Вот многие люди, когда встречают свою родную душу, они именно в таких смятенных чувствах, что вокруг ложь, а внутри вот это ощущение правды, что хочется жить по правде, хочется жить по-честному, хочется не врать, и что тогда делать? Как жить? Вот такие вот вопросы многих одолевают. Но со временем, конечно же, человек, выходя на путь правды, путь своей души, он уже становится более свободным, и он не боится сказать о своих чувствах, то, что он чувствует, например. Он может сказать другому человеку, что ему нравится в нем, да, и не бояться этого. В основном люди очень боятся признаться друг другу в своих чувствах. Даже если мы смотрим на кого-то, и он нам симпатичен, мы об этом не говорим, потому что боимся. А как воспримет нас этот человек? А когда человек открыт, когда он живет по душе, он смотрит на мир, по сути, как ребенок, с широко раскрытыми глазами, он не боится выражать свои чувства. Конечно же, это не значит, что он там всех обнимает и целует. Все люди абсолютно разные, все уникальные. Кто-то более сдержанный, кто-то более открытый. Но он не боится выражать своих чувств. Он свободен. Он свободен от многих сдерживающих его, ограничивающих правил. И вы знаете, каждый раз, как мы записываем какое-то видео, что-то рассказываем, я вот сижу, слушаю Андрея и понимаю, что нужно всегда что-то уточнять, потому что ты говоришь одно, тебя понимают иначе, потом пишут какие-то комментарии вот совершенно не соответствующие тому, что мы сказали в этом видео. И вот сейчас Андрей говорил о том, что да, вы учитесь говорить правду, вы принимаете правду. Безусловно, вы принимаете эту правду, если человек выражает к вам свою агрессию, какой-то негатив. Вы тоже понимаете прекрасно, что чем открытие вы становитесь, чем свободнее вы становитесь, и тем больше вы начинаете раздражать других людей, которые не могут себе этого позволить, да? И вам могут сказать неприятные слова, вам могут выразить какой-то негатив. Вот тут очень важно понимать, что у нас есть наши группы тоже в движении «Родные души», школа «Родные души» ВКонтакте. И мы всегда очень трепетно относимся к своим пользователям, к участникам, которые приходят в эти группы, которые пишут там свои истории, комментарии, делятся своими процессами. Вы знаете, это очень трепетно, потому что ты понимаешь, что человек раскрывается. Вот он еще сидел несколько месяцев назад, он боялся рассказать о том, что с ним произошло, о том, что он чувствует.
И вот вдруг человек начинает раскрываться, его сердце раскрывается, его душа просит выразить вот это все, что у него там внутри. И ты смотришь на этого человека, как вот он себя выражает, что он пишет в комментариях, и ты радуешься по-настоящему. И, конечно, как всегда, найдется человек, который придет и начнет это все гадить, откровенно говоря, простым словом русским, да. И, конечно, такие комментарии мы можем удалять, потому что это совсем не то сообщество, в которое нужно приходить со своим, извините, нехорошим содержимым, да, не буду говорить другим словом. Поэтому, пожалуйста, не думайте, что если вы принимаете сейчас правду, то вы должны принимать на себя и все шишки. И принимать все какие-то отвратительные комментарии в ваш адрес, да, например, будь то устные, будь то письменные комментарии. Нет. Человек, который идет путем своей души, он знает, что он идет путем своей души. Он познал свою душу, он ее чувствует, он ее выражает. И он знает, что его душе приятно, а что неприятно. И, конечно же, человек, который привык жить на негативе, он желает покормиться этой энергией такого светлого человека, да, который выходит на путь своей души. И если человек уже достаточно давно на пути своей души, он не будет терпеть таких людей. Это нормально. Вот, и, пожалуйста, не думайте, что если вот мы тоже сидим здесь, об этом говорим, то мы тоже будем терпеть любые комментарии и не удалять их, если они уж совсем пакостными окажутся. Мы это делаем не столько ради себя, сколько ради людей, которые приходят на наш канал в YouTube и в наши группы ВКонтакте, чтобы они чувствовали это теплое родное пространство, чтобы они не боялись раскрываться, и чтобы они знали, что никакая гадость, она туда просто не проникнет. То есть правда это не означает, что вы либо кто-то другой можете друг друга поливать дерьмом. Правда это означает, что вы раскрываете свою душу, и вот скорее то, что есть прекрасное в вашей душе, что есть очень искренне, вот это вы выражаете, мы именно об этом мы говорим. А не то, что если у вас сейчас вдруг плохое настроение, или вам кто-то нагадил, значит и вы можете нагадить, и это и есть правда жизни. Мы говорим не об этом. Наверное, есть огромное количество групп и различных площадок в интернете, где это приветствуется, где люди как раз приходят для того, чтобы вот так вот постучаться рогами друг об друга. Пожалуйста, это совсем другие площадки, к нам это не имеет никакого отношения. Мы к этому никак не относимся и просто это никак не рассматриваем. Это просто на заметку, что мы имеем в виду, когда говорим о том, что когда раскрывается душа, то человек хочет от всей души, искренне, из всей глубины говорить правду, жить по правде, общаться с другими людьми откровенно, общаться естественно, без всяких притирок, без всяких манипуляций, без всяких таких вот, того, чтобы присмотреться, что за человек, что сказать, а что не сказать. Когда вы встречаете свою родную душу, все это вам становится неинтересно. Если вы чувствуете, что нет созвучия с другим человеком, вы просто спокойно отходите в сторону. Ну, это потому что зачем? Если раньше вам нужно было как-то формально общаться с другими, улыбаться, притворяться, говорить какие-то нужные слова и так далее, да, то после того, как ваша душа раскрывается, вам все это просто не нужно. Вы теряете в этом смысл. Зачем? Жизнь не так длинна для того, чтобы тратить ее на какие-то фальшивые, пустые вещи. Гораздо лучше потратить время на то, чтобы найти того человека, с кем у вас будет созвучие настоящее, будет настоящее общение. Будет правдивое, честное, открытое общение. Вот об этой открытости и об этой правде мы говорим сегодня. После встречи с родной душой вы начинаете видеть эту глобальную ложь. И это очень больно и очень неприятно. Но на самом деле вот внутренне это переживается весьма болезненно, как правило, многими людьми. И можно сказать, ну а что же в этом хорошего? Жил бы лучше человек себе в этой матрице, жил бы в этой лжи и ничего бы и не знал, да, и нормально ему. На самом деле многие люди даже с самого рождения чувствуют вот эту потребность в справедливости, в правде, чтобы все было честно. У них изначально внутри заложен именно этот базис, этот ориентир, чтобы все было по-честному, по правде, чтобы все было открыто. И когда они вынуждены приспосабливаться, эти люди, они становятся искусственными.
они становятся как биороботами, и они от этого очень устают. Они устают притворяться, они устают манипулировать, если вынуждены это делать. Они устают от всей той жизни, в которую они обязаны играть, вот в эту фальшивую жизнь. И после встречи с родной душой у них происходит вновь вот это раскрытие их глубинного потенциала, да, их внутренней правды. И они говорят: о, наконец-то я вдруг опять вспомнил, кто я есть настоящий. И в этом есть огромный плюс. То есть человек уже видит, очень четко видит, как правило, безошибочно видит, где есть обман, кто его может обмануть, а кто искренний, честный, и с кем можно общаться, сотрудничать, на кого можно рассчитывать, а на кого нельзя рассчитывать, это точно. То есть появляется за счет вот этого духовного пробуждения, появляется большая чувствительность к людям. И после этого вас обмануть бывает гораздо сложнее. Это с одной стороны, но у каждой медали есть все равно оборотная сторона. Со временем человек, он становится вот настолько открытым, настолько естественным, как ребенок. А ребенка, как известно, обмануть бывает очень легко. Да? И вот эта вот открытость может оборачиваться еще и против него. Он настолько открыт и доверчив, что, естественно, к сожалению, так и есть, на самом деле, естественно, появляются люди, которые хотят этим воспользоваться. И поэтому мы хотим сказать, вот возвращаясь к самому началу нашей видеовстречи, где мы об этом говорили, хотим мы этого или нет, в нашей жизни, вот повседневной жизни полно людей, которые обманывают, манипулируют, откровенные мошенники, которые на этом живут. Поэтому нужно иметь это в виду. И если у вас открылась душа, будьте открытым, честным, но будьте в то же время очень внимательным и очень осознанным. Нужно вспомнить слова Христа, который говорил своим ученикам, своим апостолам. Когда он уже завершал свой земной путь, он говорил: «Вот я вас отпускаю в мир, как овец среди волков. И будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи». То есть он говорил о том, что да, нужно быть открытым, честным, простым человеком, таким, каким и был Христос, кстати. Он говорил честно, он говорил всегда напрямую, за что и пострадал в том числе. Но в то же время нужно быть мудрым для того, чтобы видеть тех людей, которые хотят вас использовать, которые хотят использовать вашу открытость. Нужно быть очень осознанным. Поэтому вот такой вот баланс. Будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. Это обязательно нужно иметь в виду. Конечно же, невозможно жить с открытым сердцем в социуме, да, если вы куда-то выходите в социум, если вам нужно там сделать срочно какие-то дела, решить вопросы, вы так или иначе пользуетесь социальным эгрегором. И в социальный эгрегор с открытым сердцем вот так нараспашку вы не пойдете, потому что обязательно найдется тот, кто вам туда кинет какой-то камушек, а скорее всего найдется их несколько. И вы тогда закроете, скажете: ну как же так, как жить, верить людям? Не нужно так думать. На самом деле человек, который занимается духовными практиками и вот в частности идет путем родных душ, он должен научиться различать энергетические потоки. И даже если он хорошо чувствует энергию в своем теле, это еще не говорит о том, что он отличает один энергетический поток от другого. Этому нужно учиться. Учиться только через практику. И если пока у вас, например, не получается отличить, вы сомневаетесь в чем-то, да, напишите лучше тому, кто, вы чувствуете, уже прошел достаточно много, кто уже в этом разбирается. Спросите совета, прежде чем помогать, например, какому-то человеку, который вас просит о помощи. Вот я говорю сейчас конкретно о недавно произошедшем случае, в котором пострадали несколько наших родных душ. Несколько людей, которые идут путем родных душ, которые открыты, которые уже давно на этом пути. Тем не менее, они поверили мошеннице, которая просила о помощи, которая прикрывалась иконами, верой в Бога и так далее. Да? Есть такие люди, которые просто обладают способностью вводить других в заблуждение. Вот появляется такой человек, и на вас как будто находит пелена, и вы потом говорите: да как же я мог ему поверить? Вот есть такие люди, такие отдельные личности, и они как раз часто бывает, что используют свой талант вот в такой сфере, как обман. И такие люди, конечно же, видят доверчивых, видят открытых людей, которые
вот такие душевные, добрые, и часто ими пользуются. Вот как и произошло у нас на днях, да, среди наших знакомых на пути родных душ. Почему важно отличать потоки энергии? Потому что если человек что-то вам говорит или пишет, вы начинаете сразу чувствовать энергию, которая от него идет. И вас уже, по сути, сложно обмануть. Если вы отличаете потоки, да, один от другого, вы чувствуете энергии не просто в своем теле, а вы чувствуете их вибрацию этой энергии, насколько она чиста, насколько она искренняя, эта энергия, которая направляется сейчас к вам. Если вас просит о помощи незнакомый человек, если он просит вас обманом, расскажи друзьям о том, что мне нужна помощь, задумайтесь, значит, этот человек уже не искренен, значит, уже здесь что-то не так. Потому что помощь, если человеку действительно нужна помощь, он просто кричит о ней, и у него нет никаких манипуляций в голове. И, как правило, такие люди обращаются либо к своим знакомым, либо обращаются в специальные какие-то волонтерские сообщества, которые занимаются сбором такой помощи, либо непосредственно фонды помощи. Но никогда эти люди не будут добавлять вас в друзья и просить вас обманом попросить помощи для себя. Обман — это уже то, что должно вас насторожить. Вот. И если вы вдруг сомневаетесь, и если вы чувствуете, что вы сейчас не способны отличить истину от правды, лучше возьмите паузу, прервите это общение, скажите: ты знаешь, мне нужно отойти там на час, на два, прервите это общение, побудьте с собой, соединитесь со своими высшими родными силами, да, с Богом, ну, как вы привыкли, там, помолитесь, может быть, и почувствуйте, что говорит ваша душа. А еще лучше напишите своим хорошим друзьям и попросите их совета, потому что когда человек бывает вовлечен вот в эту энергию обмана, ему очень трудно отличить, что это неправда. Ему кажется, что человек действительно нуждается в помощи. На него наводит иллюзия. Да, это наведенная такая иллюзия, такой туман. Но если человек выйдет из этого хотя бы на какое-то время, вот на час вы вышли из этого, и вы чувствуете, что-то не то. И особенно если вы напишете своим друзьям, то сразу же вы почувствуете, как начинает идти уже настоящее общение там с друзьями, да, оно искреннее, оно привычное вам, и вы сразу же поймете, что здесь было дело нечисто. Пожалуйста, берегите себя, своих близких, своих родственников. Расскажите о том, что сейчас действительно очень много случаев обмана. Обманывают пожилых людей, не смотрят ни на возраст, ни на что. Просто будьте бдительны. И если вы в чем-то сомневаетесь, не спешите делать никаких выводов, и тем более не переводите незнакомым людям какие-то суммы, тем более, если эта сумма там значительная. Не кормите мошенников. Если вы хотите действительно помочь, и вы чувствуете, что у вас есть потребность помочь, найдите такие сообщества, которые занимаются профессионально такой помощью. Сейчас таких сообществ очень много. Они ведут свою деятельность корректно, максимально прозрачно, они предоставляют все документы, всю финансовую отчетность. Вот лучше обращайтесь в такие организации, в такие структуры, если у вас есть потребность выразить свою благодарность, вы хотите кому-то помочь. Лучше обращайтесь в такие структуры. А когда к вам обращаются и начинают с обмана, а как начинают с обмана? Говорят: вот ты скажи своим знакомым, что я твой друг, и мне нужна помощь. Это уже обман. Человек начал с обмана, ничего дальше потом хорошего не будет. Если начинается с обмана, значит дальше обман и пойдет. Вот мы хотим сказать о том, что когда раскрывается ваша душа, это бывает и при встрече с родной душой, бывает и на других путях, на духовном пути, на другом, то вы, конечно же, чувствуете ложь, обман, мы об этом говорили, но вместе с тем вы становитесь определенным образом беззащитным. То есть вас, так как вы становитесь открытым, вас могут обмануть. Поэтому будьте бдительны, будьте мудры, как змеи. Вот об этом мы хотим сказать. И вот, кстати, продолжая эту тему, поскольку наша основная тема, наш основной путь – это путь родных душ, это путь любви, то невозможно не сказать, невозможно промолчать о том, что в этой теме присутствует огромное количество обмана.
и прямой обман, когда человек знает, что он обманывает, и бессознательный обман, когда человек сам находится в иллюзии и утверждает что-то то, что ему недоступно. Сейчас модно термин «близнецовые пламена», и вдруг все стали близнецовыми пламенами. Мы не особенно отслеживаем, кто, где, как в интернете, что говорит, но периодически нам так или иначе попадаются какие-то видео, какие-то статьи. И мы смотрим, это видно сразу, что никакие там не близнецовые пламена. В лучшем случае это кармическое партнерство. В этом нет ничего дурного, это совершенно нормально. Но зачем люди занимаются обманом? Зачем они выставляют вот такой вот транспарант, что мы близнецовые пламена, и мы там будем делать то-то, мы можем это и так далее. Люди себя с помощью такого бренда продвигают. Это изначально обман. Если человек начинает продвигать себя с помощью обмана, ничего потом ценного от этого человека вы не получите. Будет также идти обман. И этим людям может казаться, ну какая, собственно, разница. Кармические партнеры, близнецовые пламена, можно назвать и так далее. Главное, что я буду помогать людям. Но послушайте, если вы хотите помогать людям, почему тогда начинаете с обмана? Почему тогда начинаете с использования вот этого бренда близнецовые пламена? Почему потом говорите те вещи, которые с этим путем вообще несовместимы? Мы же, я говорю, иногда слушаем, что рассказывают. Это рассказывают о пути кармических партнеров. Повторюсь, ничего дурного нет. Но ведь есть люди, которые встречают свое близнецовое пламя, и он слушает их и говорит, вот у них вот так вот, у них это работает, я буду делать точно так же, и у меня тоже сработает. Не сработает. Путь кармических партнеров, путь близнецовых пламен, он очень отличается. Он совершенно разный. Там совершенно разные энергии, совершенно разные задачи, совершенно разные возможности и способности у одних и у других. Если, допустим, у кармических партнеров, как правило, сразу же или очень быстро начинает развиваться повседневность, они начинают совместно заниматься бизнесом, какими-то проектами, то у близнецовых пламен пройдет несколько лет, прежде чем они пройдут через вот эти страшные, действительно страшные переживания внутреннего очищения, трансформации, прежде чем их совместная деятельность выйдет на какой-то такой существенный, качественный уровень. В наше время, конечно, набирают очень сильно популярность различные духовные направления, духовные термины выходят, да, в широкое употребление. И такой термин, конечно же, один из них — это близнецовые пламена. И как мы узнаем о таких видео? Наши знакомые, наши участники на ретритах рассказывают нам о ком-то, кто тоже занимается такой темой. Дают нам какие-то ссылки, мы смотрим, говорим, ребят, нет, это не то, это кармическое партнерство и так далее. И вы знаете, ну действительно, я вот так тоже думаю, для чего называть себя мастером каким-то, для чего говорить о себе то, чего по сути ты не прошел. Вот видела я одно интервью, где женщина, которая сейчас тоже в Ютубе занимается этой темой, близнецовые пламена, звездные пары и так далее. Она рассказывала о своем пути, как они встретились со своим мужчиной, какие трудности они проходили и так далее. И вот если ее слушать, сидеть, да, если слушать человека, который в теме, он понимает, что она говорит о кармических партнерах. В этом нет ничего плохого, нет ничего постыдного, но просто это есть. Ну, кармическое партнерство, да, гармоничное, там небольшие были трудности, но кармическое, гармоничное партнерство. И эта женщина сейчас продолжает заниматься этой темой. Обидно за людей, которые смотрят такие видео, и они думают, что они действительно слушают про близнецовые пламена. И не дай бог они обращаются, если они встретили свое близнецовое пламя, не дай бог они обращаются к таким людям. Этот человек просто вас не поймет. Он не поймет тех трудностей, которые вы встретите со своим близнецовым пламенем. Он просто не поймет, потому что у него не было этого опыта. Он скажет, ты чего ты переживаешь? Прими его таким, какой он есть. И все у вас наладится. Конечно, у кармических, может быть, да, наладится, но у близнецовых пламен так не наладится. Поэтому очень важно называть вещи своими именами. Если вы мастер
гимнастики, то вы мастер гимнастики, а не пластический хирург, например. Если вы специалист по кармическим отношениям, то вы колоссально можете помочь кармическим парам, да, которые также встретили кармического партнера. Но если у вас не было опыта близнецовых пламен, а вы выдаете себя за такого мастера, за такого знающего человека, то, по сути, вы просто не то, что вы не помогаете, а вы вредите тем людям, которые к вам обращаются. И то же самое можно сказать людям, которые верят таким видео, таким ведущим, таким мастерам, и к ним обращаются. Ну, не получите вы этой помощи от таких людей, потому что у них просто не было этого опыта. Это не значит, что у них не будет его в этой жизни. Возможно, будет, но пока его нет. Мы часто говорим, что человек может дать только то, что имеет сам, только то, что он прошел. Прошел желательно много лет, потому что, чтобы стать мастером, как часто теперь пишут люди, мастер пути такого-то, мастер пути другого. Чтобы стать мастером, нужно пройти по этому пути как минимум 7 лет, как минимум. После этого начинает возникать какое-то мастерство. Но сейчас все эти понятия, мастер и все другие, они вот употребляются совершенно не к месту. Вот эти нажимаются, вот эти вот маркетинговые кнопки для того, чтобы на них люди реагировали, для того, чтобы просто делать свой бизнес, больше ничего. Самое главное, о чем мы сегодня хотели сказать, это то, что путь любви, путь вашей души, он никогда не совместим с ложью. Если человек использует в своей жизни, в своей практике, в своем деле элементы лжи, он уже не идет по этому пути. Невозможно соединить душу, невозможно соединить истинную любовь и ложь. Даже в каком бы виде она ни была. Как мы говорили, вот сейчас на самом деле вот эти маркетинговые различные программы, маркетинговые ходы, они легализовали ложь. Маркетинг называется маркетингом откровенная ложь, когда человек называет те или иные, пользуется теми или иными брендовыми названиями для того, чтобы просто нажимались кнопки, для того, чтобы люди реагировали. То же самое название «близнецовые племена». Все время говорить «близнецовые племена», и значит, уже люди на это реагируют, поскольку сейчас близнецовые племена модны. Хотя человек к этой теме никак не относится. Нет у него близнецового пламени, там какое-то совсем другое партнерство, но вот просто нужно использовать этот маркетинговый ход. Казалось бы, такая как бы маленькая ложь, да, но что такого? Мы же все равно помогаем людям. Повторим еще раз. Если начинается с лжи, если человек использует ложь, если человек использует какие-то манипуляции, мошеннические действия, накрутки различные и так далее, это говорит о том, что этот человек уже не чист. Он не может помогать на чистом светлом пути. Это невозможно. Любовь и ложь, они несовместимы. Настоящая любовь – это всегда открытость и правда. И еще раз хотим повторить, все, кто будет смотреть это видео, если вы встречали свою родную душу, вы можете полностью подтвердить эти слова. Когда вы встречаете свою родную душу, вам нравится жить по правде. Вам уже не нравится ложь. Вы не можете себе ее позволить, вы не хотите кривить душой. Вам очень больно, когда вдруг вас заставляют обманывать. Вы всячески от этого хотите отстраниться, не хотите, чтобы это было в вашей жизни, потому что ваша душа раскрылась, и она требует только правды, только истины, той истины, которую вы знаете в своей жизни. Мы, конечно же, не думаем, что, посмотрев это видео, такие люди, которые изначально говорят неправду, как-то изменятся. Но мы уверены, что если в жизни такого человека случается встреча с родной душой, то он пересматривает очень многое в своей жизни, ему за многое становится стыдно. Если вы выбрали этот путь истины, путь правдивости, то уж идите до конца, потому что любое отклонение в сторону, любая шероховатость какая-то, как бы компромисс со своей душой, он уже тут недопустим. Конечно же, люди, которые привыкли так жить, они не изменятся, посмотрев наши видео.
Но вы, дорогие наши зрители, те, кто вот также очень чувствует правду и ложь, кто также ценит правдивость, открытость своей души и души другого человека. Мы думаем, что для вас это видео будет очень полезным, и вы получите через это видео огромную поддержку и будете знать, что вы такой не один, а что нас на самом деле таких много. Знаете, что вы не один, что вы совершенно не одиноки и на этом пути, и в жизни вообще. Что достаточно много людей, чья душа требует правды, чья душа требует искренности. Достаточно много тех людей, которым уже надоело, уже осточертело приспосабливаться, манипулировать. Они уже наелись этим вот так. И они просто жаждут жить нормальной, открытой, искренней жизнью. И вот когда такие люди встречают друг друга, вот у нас в частности на тренингах, на ретритах, когда люди встречаются и начинается такое общение, люди в настоящем восторге, они говорят: «Боже мой, как это прекрасно! Это так просто, так естественно и в то же время настолько восхитительно. Просто вот общаться от души к душе, без всяких манипуляций, без всяких притирок, без всяких каких-то даже мелких таких, может быть, Без типа всякой, комплиментов и да, тому да, подобное, да, вот этих напускная всех, вежливость. вот этих вот натянутостей и тому подобное. Вот просто, как есть. Это такое вот счастье, такая настоящая радость. Естественное общение, общение душ. Знаете, что вы не один, таких людей достаточно много, и вы на пути не один. И если вы будете открытым, если вы не будете бояться говорить то, что вы считаете нужным, то, что вы чувствуете, как вы чувствуете себя, да, если вы будете искренним, то вы обязательно найдете и встретите такую же искренность и открытость. Вы обязательно найдете свою родную душу, которая также поймет вас. И душа этого человека откликнется на вашу открытость, и возникнет вот это чудесное общение родных душ. Это обязательно произойдет.